Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз кармический 2026 год. Давайте узнаем, что ждет вас в 2026, что идет в вашу жизнь или кто, на пороге каких событий вы стоите, что изменится или что изменит вас, возможно, какие неожиданности ожидают. И я должна сказать, что планетарные транзиты Урана и Сатурна как минимум до конца июля 2026 означают, что, скорее всего, нам придется завершать окончательно те темы, которые базируются на ситуациях прошлого. Словно Сатурн и Уран попросят нас навести порядок в тех вопросах, в которых были сомнения, неуверенность, будут помогать закрыть изрядно надоевшие вопросы и расставить логические точки в волнующих темах и историях. Но давайте мы с вами на картах узнаем. Конечно, будем реалистами, безусловно, любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но все же, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки вы получите. Итак, так что же нового идет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Что нового? И вторая карта. Что завершится, а может быть вы откажетесь сами? Что ждет? Да? Важное событие или чем вам запомнится 2026 год? В чем вас ждет успех? Кто идет в вашу жизнь? Именно кто? Эмоциональная сфера. А что будет продолжаться? Что вы сами для себя определите? Ну, может быть, и помощь высших сил тоже в каких вопросах. Неожиданности, которые изменят вашу жизнь, а может быть и вас самих. Что вам будет помогать? Или кто, может быть, посмотрим, какая карта. А что вам может помешать? Вот чего ждать? И как кармический совет достанем такую карту. Итак, что же там нового идет в вашу жизнь? Король чаш. Может быть, это личная жизнь, как-то тут вы будете пересматривать. Для кого-то из вас может быть и смена статуса. Я не могу сказать, что по этой карте однозначно, понятно, у всех будет меняться статус, потому что эта карта иногда говорит о семье. Я могу предположить, может быть, это у кого-то перемены в семье. Может быть, это вы, допустим, была дружба, а теперь вы уже будете, ну, как-то определяться документально с вашими отношениями, да? Или изменения в доме. У кого-то из вас перемены и на работе тоже, потому что две сферы, среди которых ловко переключаются. Король чаш – это где-то и вам дают совет, эмоциональная сфера и сфера финансов. Вот, видимо, эти две или два направления, личная жизнь, ну и откуда к вам приходят деньги. Вот это основа основ на 2026 и, скорее всего, там будут какой-то элемент новизны или будут перемены, мои дорогие. Давайте достанем еще дополнительные карты, а может быть это для кого-то конкретно с человеком будет связано, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. Что нового идет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Смотрите, перемены. Карта колесницы – это карта успеха. Это тот успех, который буквально мчится. Это словно вы возничий, и вы этой повозкой управляете. Однако карта говорит, не оглядывайся назад. Наверное, для вас такая задача на 2026 только вперед. Может быть, завершить те вопросы. Действительно, Сатурн, Уран до конца июля вас попросит, чтобы вы разобрались в каких-то темах, которые отнимают много вашей энергии и сил. Это для вас будет очень важно. Если мы говорим об астрологическом прогнозе, это ведь время вашей силы, мои дорогие, потому что именно в этом году планета Юпитер перейдет в ваш знак зодиака. И, конечно, это в первую очередь где-то заработки и карьера. Это рост вашей популярности. Это возможность, ведь Юпитер называют планетой большого счастья. Вот тут он вам словно помогает вот этот успех получить. Может быть, для кого-то из вас это будет даже связано с переездом. Может быть, это с переездом человека. И это каким-то образом повлияет на вашу жизнь тоже. Это будет как элемент новизны. Но я должна попутно сказать, Юпитер не только на год в вашем знаке зодиака, это он как в первом доме гороскопа. А
Потом, уже в 27 году летом, он перейдет во второй дом вашего гороскопа, и это будет дом финансов. Поэтому на 2 года Юпитер вам будет помогать. Самое время строить карьеру. Ну и все-таки личная жизнь тут тоже определится, потому что тут с такой картой, да, может быть, это вообще вы будете много путешествовать, мои дорогие, перемещаться. Кто-то всерьез задумается работать на самого себя или работать из любой точки мира. Тут нет ничего невозможного. Перемены стремятся в вашу жизнь, мои дорогие. А что завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, тут все понятно, да? Какой-то мы опыт приобрели, но да, должна все-таки сказать, обратите внимание на эту карту, потому что она такая емкая, прорисована. Если у нас бывают иногда сомнения, ведь эта карта, по сути, выздоровления. Хотя многие из нас воспринимают ее негативно. Но я всегда говорю, тройка – это карта будущего. Но она пока показывает нас, в каком мы моменте здесь и сейчас находимся, на данный период времени. И это какое-то разочарование. Это словно сгусток боли. Израненное сердце, мы часто говорим по тройке мечей. И нам показано сердце, которое уже не болит, заштопанное. Но шрамы, они остаются. Это когда-то мы словно кричали от боли. Может быть, это какая-то несправедливость или, ну, может быть, сложные какие-то отношения. Я подробно не останавливаюсь. У каждого своя боль. Может быть, это даже в личной жизни было какое-то предательство, мои дорогие. Теперь это не имеет значения. Вот аркан, колесница. Но вот эти шрамы, они словно напоминают нам о том, что мы не должны повторить какую-то ошибку. Но мы спросили, от чего вы откажетесь. Вот мы делаем выводы и оставляем для себя просто ситуацию как ситуации, то есть опыт. Но мы уже эмоционально еще раз туда не включаемся. Ну, может быть, словно шрамы на погоду ноют, так и тут вам подсказки как собственного шестого чувства, вашей мудрой души нужно услышать, когда вас от чего-то будут останавливать, чтобы еще раз какие-то грабли не найти. Но вообще завершается, может быть и правда, у кого-то одиночество, какое-то разочарование или словно боль вот это отпускает. Важное событие, которым запомнится вам 2026 год. Карта сила. Это ваша сила. Это больше будет физической активности. Ну, с учетом карты колесница, оно и неудивительно. А вообще-то это карта критического мышления, мои дорогие львы. Поэтому критическое мышление нам как будто необходимо, особенно с учетом тройки мечей, потому что какой-то опыт он нам не нужен, это точно. Поэтому вам явно будет давать судьба возможность что-то завершить, причем так вот окончательно. Может быть, это и были какие-то темы, которые вас, ну, как в кандалах удерживали, правда? И у вас не хватало решимости или духа, словно что-то завершить. Вот здесь вот хватит. Причем это не надо над собой делать какое-то усилие. Здесь, скорее всего, вы вот так очень здравомысляще подойдете к какому-то вопросу и скажете, а зачем мне это все нужно? Или меня уже это не цепляет. Как будто отболела, отгорела. И вот, видимо, когда вот эти сложные эмоции отпускают, тогда и жизнь для нас прекрасна и удивительна. Тогда мы и силу набираем, тогда и критическое мышление работает. Это тут действительно важное событие года. Вы набираете свою мощь, силу, активность, жизненную в том числе активность. Вы великий дипломат, и вам дипломатия буквально помогает. И мы спросили, в чем вас ждет успех? Да, или вот это важное событие. А это тот успех или те ориентиры, которые вы возьмете сами. Но ведь это карта дипломатии. Обратите внимание, половина лица словно львиная грива у девушки. А лев – это прообраз нашего эго. Поэтому эмоций будет много. Их придется несколько причесывать, словно усмирять в самом себе. Может быть, и не все люди нас будут радовать, но, в общем-то, они и не должны. Вам встретятся разные, может быть, персонажи, но научиться себя беречь как-то по-новому, сохранять собственную силу. Может быть, прикладывать ресурсы максимально, может быть, и выгодно, или максимально правильно. Не построить какую-то конфронтацию, а скорее договориться. Потому что как будто лев в классических колодах, да, обычно лев возле этой прекрасной девы,
И ведь он подчиняется именно потому, что не чувствует агрессии. Вот для вас нет ничего невозможного. Но какой бы вы сложный вопрос ни решали, мои дорогие львы, ваш успех именно в вашей дипломатии, когда вы умеете либо договориться, либо обойти острые углы. Кто идет в вашу жизнь? И еще одна тройка, карта будущего. Девушка у нас показана серфингом, и она уже спиной как повернулась к тому, что было и прошло. И все то, что я говорила, еще одна карта подтверждает. Но мы спросили, кто. Здесь может быть у кого-то из вас знакомство, почему нет, если мы эмоциональная сфера. Здесь вас и точно так же может заинтересовать, я такое допускаю, для кого-то это как какое-то, может быть, новое поприще, новый вид деятельности, построение карьеры. И я допускаю, мои дорогие, что вы можете как с головой в это окунуться и вообще забыть кто-то о личной жизни, потому что там что-то на кону будет стоять очень важное. Но, тем не менее, карта вот нам прорисована, она же не прыгнула еще, эта девушка, да, она стоит. И все тройки жезлов обычно человека именно стоящего показывают. Мы как будто остановились на полдороги, на короткий промежуток, проанализировать. Все ли мы взяли с собой из прошлого то, что необходимо? Что мы готовы оставить? И, может быть, для себя только в виде опыта, чтобы еще раз, ну вот не найти вот эти грабли, да, или не получить какое-то разочарование глубокое, да, которое нас выбивает из колеи, но тем не менее есть какой-то проект, который следует продолжать. Но если мы об эмоциональной сфере, новые люди придут, новые знакомства, позвольте новым людям войти в вашу жизнь. Я допускаю, что у кого-то это могут быть даже, знаете, как много контактов. Может быть, кто-то из вас за 2026 год буквально обрастет вот этими, да, как мы говорим, новыми какими-то персонами, связями, контактами. И это будет где-то строиться либо отчасти от или зависеть от вашей карьеры, от вашей активности, от вашего перемещения. Но это всегда карта говорит, что и люди тебе, скорее всего, может быть, выбирать их где-то нужно те, которые тебе, ну, или тебя готовы сопровождать, или которые приходят не на какое-то короткое количество времени. Тут, скорее всего, жизнь будет играть разными красками, поверьте, мои дорогие львы. Жить будет интереснее, если прежде была какая-то вот такая, знаете, безысходность или сложная какая-то ситуация. Тут жизненный драйв, вот, пожалуйста, с первой карты. Но, видимо, вам придется где-то фильтровать вот это окружение и критическое мышление. Ну, это ваш успех от этого будет зависеть. Так кто идет в вашу жизнь? Эмоциональная сфера. Ого! Я только что сказала, люди надежные. Или те, которые вас готовы сопровождать. 15-й аркан. Разные люди могут, и вы действительно можете сталкиваться с разными персонами, а вы люди видные. И я допускаю точно так же, что кто-то из новых персонажей, может быть, будет пытаться с вами познакомиться не только поближе, а, ну, условно, какие-то там пируэты вокруг вас видеть, потому что по 15-му аркану нас могут пытаться очаровать, да, или, может быть, делать кто-то подарки дорогие вам может. То есть все средства хороши. Либо вас словно заполучить, мои дорогие. Будьте внимательны, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Вот, видимо, мы смотрим на эмоциональную сферу. Я, конечно, допускаю, что это карта страсти. Кстати, это карта и денег в том числе, физической активности. И также, все же мы все разные, у кого-то это будет означать выйти вот из этой зависимой истории, да, распроститься с чьей-то чужой игрой, поставить в чем-то точку, это точно, для того, чтобы впустить в свою жизнь новых людей. Вот тут по-разному. Но и новых людей как будто фильтровать вам все-таки придется. Ладно, давайте мы узнаем, так а что же будет вами продолжаться? Тут как переход к другому берегу, обратите внимание, по пажу мечей. Наша девушка, ну, буквально 2 шага ей нужно сделать, но это тоненькая жердочка. Баланс вам придется держать, мы с вами говорили. Знание — сила, нам говорят, и буквально, как и книга, в которую она смотрит,
так и лампочки, которые как гелевые шары придают ей равновесие. А вокруг, посмотрите, птицы, то есть это много какой-то спорной информации. По этой карте мы выбираем новое направление. Словно мы шли в одном куда-то, да, а тут мы видоизменяем. Или как-то мы по-другому действуем. Иными словами, мы должны перейти на другой берег. А мы спросили, что будет продолжаться. И я тут вижу, вы решитесь на что-то. Или у вас, знаете, как его величество, случай будет. Это правда, потому что по пажам это у нас, во-первых, информация, это вестники пажи. Конечно, я могу допустить, что у кого-то, может быть, это связано с детьми, с семьей, взрослыми детьми, когда дети, может быть, уезжают от родителей или наоборот семья съезжается. Может быть, это и будет какой-то переезд, перемещение, все-таки аркан колесница. Вам, кстати, карта говорит колесница быть мобильным. И поэтому кто-то из вас может подумать о том, чтобы, ну, к примеру, получить права водительские, да. Нам вообще на 2026 год держать в фокусе внимания, я бы сказала, 3 составляющие будет очень важно. Это интернет-доступ, это мобильность, да, и мы можем столкнуться, что вокруг нас, во-первых, будет как и много разрозненной информации, так и сбои могут быть, как и информационные, так и, ну, как навигационные, мои дорогие. Поэтому дополнительный маршрут вам, возможно, придется не раз продумывать в течение 2026 года, опять же, быть мобильным. И третий момент – это финансы. Вот когда у нас что-то одно пролоббирует, две остальные составляющие будут нам приходить на помощь. Вот вам придется держать баланс, но, видимо, вот совершенно необходимо вот так над обрывом пройти эти 2 шага. И карта нам говорит: не оглядывайся назад и не смотри вниз. Что будет продолжено? Все равно какое-то новое направление, понимаете? Но в контексте, что будет продолжено, вы когда-то об этом уже думали. Неожиданности, которые меняют вашу жизнь, а может быть и вас самих. Ну, правда, у кого-то статус изменится, у кого-то по работе, а у кого-то и по личной жизни. Правда, мои дорогие. И не важно, что императрица меня смотрит мужчина, но в данном случае это может означать, что вам придется быть дипломатом. Как известно, императрица надеется сама на себя, и она великий дипломат, потому что даже со сложным императором умеет договориться. Мы уже с вами где-то об этом говорили, но основное, она как будто направлены все ее силы, чтобы себе не навредить. Вот мы тоже где-то говорили, но это правда новый статус. Новый статус как и по работе, или статус в личной жизни. Хотя вопросы дома, семьи, может быть и рождение детей для кого-то, это актуально, мои дорогие. Вот здесь нужно быть счастливым, мои дорогие любимые львы. И львицы тоже. Что вам будет помогать? Чего ждать? Ну вот активность сама по себе нам будет, конечно, помогать. То есть много жизненных сил. Вот и 15-й аркан, ведь ни один аркан не проигрывается только со знаком плюс или минус. И есть всегда какие-то подводные камни. Но по 15-му аркану тут не нужно про минус говорить, да? А плюс как раз это когда мы можем заработать деньги. Но мы не должны зависеть от денег, потому что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Это не деньги ради денег, а это какая-то цель, когда мы хотим ее достичь. И тогда нам словно высшие силы будут помогать. Но и физическая сила, когда вы наполнены этой силой. Вот где-то нулевой аркан об этом. А также это перемещение, это желание путешествовать. Не сидеть как бы на одном месте ровно. Вот такое вам уже не первая карта вполне может подсказывать, что приготовься на всякий случай. А если вас как раз это и интересует, а по каким-то причинам вы не могли осуществить это в 2025 году, в 26-м вам дает какую-то возможность. Может быть, вам и придется на что-то решиться. Но это словно изменит и вас, и вашу жизнь. Посмотрите, 2 старших аркана. Единственный момент. Все-таки не замечтаться. В чем-то не сглупить. Почему? Обратите внимание, девушка наша держит предмет. И это не что-нибудь, а прообраз Грааля. Вроде бы у нее вот этот священный сосуд в руке. И она очень счастлива, то, что она обладает им. Вот какое-то обладание как будто немножко затуманивает, ну, может быть, наше сознание. И вот как эта девушка, держась за сухой сук,
Ну, вот так словно парит, ей хочется изогнуться назад. И опрометчиво Грааль она держит над этим омутом, и нам художник показал. Незаметно для нее самой какие-то силы словно начинают свою работу. Вот вам что-то нужно и не упустить. Будьте внимательны, мои дорогие львы. А что вам может помешать? Десятка мечей. Ну, наверное, не все темы, знаете, мы можем уйти, хлопнув дверью, правда. Вот пусть бы эти карты выпали наоборот, правда? Что может помешать? Ну, когда мы что-то упустим. А когда помогать, когда мы наоборот закрываем в прошлую дверь. Но все же выпало то, что выпало. И значит, есть какие-то темы, которые все-таки будут продолжены, мои дорогие. Может быть, это вам придется действительно с кем-то договариваться, искать альтернативный подход к человеку. Здесь нельзя вот, наверное, да, вот так вот хлопнуть перед носом у кого-то дверью и уйти. Судьба, она великая шутница, и очень часто те люди, с которыми у нас возникают какие-то конфронтации, недопонимания, нам будет жизненный урок преподносить наша карма до бесконечности, пока мы не сделаем правильные выводы. И поэтому надо уйти так, чтобы не было позади нас какой-то выжженной пустыни. А здесь ведь вам как будто, знаете, вы можете кого-то даже не заметить, потому что вы будете увлечены собой. Посмотрите, у вас какие карты. Тут вам действительно пространство, Вселенная помогает уйти самим от какой-то минусовой ситуации. Но, видимо, ну, знаете, вот как поговорка, выплеснуть с водой ребенка. Вот так вот сделать вы все-таки не должны. Давайте еще одну карту. Что вам может помешать? Ну, буквально это харизматичный лидер. Это когда мы думаем, и что-то, да, допустим, сделали какие-то выводы и думаем, что мы абсолютно правы. Мы не видим альтернативных вариантов. Вот мы уперлись в какое-то свое видение вопроса, процесса, какой-то темы, работы, дела, чего угодно. И мы тогда становимся словно слепые. Мы не замечаем, что происходит вокруг нас. Что происходит, может быть, и в обществе, понимаете, вот не случайно. Поэтому, может быть, тут где-то карты говорят, ты уходи буквально от, ну, если мы говорим вот об этой харизматике, да, вот это вот яркое такое вот проявление собственного характера или собственной харизмы, вам нужно несколько смягчить, я бы все-таки сказала, потому что окружают люди разные. Один с нами будет спорить и как бы себя откроет этим самым, а другой затаится. Вот вам, вот опять же, вот этой выжженной пустыне никак нельзя оставить. Потому что, может быть, и есть завистники, а вокруг вас вполне вероятно, вы люди яркие. Но вам тогда придется вот этой дипломатией пользоваться. У вас две карты дипломатии, причем два старших аркана. Я ведь по императрице тоже говорила. Может быть, вам и придется договариваться с людьми сложными. Но тут, может быть, когда-то вам и придется отойти в тень. И это вам будет буквально помогать. А если мы будем настаивать на своем, вот как бы, может быть, на эмоциях, от чего-то даже откажемся, то потом мы можем пожалеть. Вот примите это в расчет. Кармический совет. Но все равно, вот понимаете, какая-то трансформация у вас происходит. И где-то аркан колесницы, карта успеха, а в некоторых колодах это карта победы, мои дорогие. Вот за эту победу, пока мы мчимся, мы не должны, наверное, снести все на своем ходу. Может быть, это быстрое какое-то развитие событий или быстрая карьера, быстрое развитие личной жизни какой-то ситуации. По десятке жезлов нам говорят, все равно вот ты уже в прошлом не останешься. Словно вот как эта девушка собрала вот так на повозку, да, на буйвола все свои нехитрые пожитки и уходит, да. По этой карте нам говорят, если как кармический совет, уставшие люди делают ошибки, поэтому отдыхай. И где-то в довершении вот предыдущей позиции, что может помешать. Ведь я часто говорю, делегируйте, да, потому что не берите все на себя. А те вопросы, которые кто-то должен сделать другой или может сделать другой, вот вы себя не загружаете чрезмерно, потому что перегруз – это, опять же, чрезмерная усталость. И мы делаем ошибку, потому что мы устали.
Вот вам карта говорит, ты тут наоборот формируй где-то вокруг себя, может быть, единомышленников, перепоручай, делегируй, иными словами, те дела мелкие, которые может сделать кто-то другой, потому что у тебя на кону что-то более важное. Поэтому вот, знаете, как изменить какую-то конфигурацию во взаимоотношениях и не только личной жизни. Но я тут вижу и с вашим социумом. Кстати, 2026 время строить правильные социальные связи. Может быть и в разных странах, может быть и с людьми, которые говорят на разных языках. И кто-то будет учить, кстати, и языки, а кто-то, может быть, и язык программирования, или как пожелает обустроить для себя или изучить какую-то новую сферу деятельности, ремесло или какой-то скилл, навык получить, чтобы работать из любой точки мира. И я такое тоже допускаю. И вот это тогда переезд может проиграться как перемещение, которое, ну вот, будет возможным, да, именно потому, что вы можете зарабатывать, может быть, там, где есть интернет, вот вполне вероятно. Это, конечно, не для всех, это для кого актуально. У кого-то работа на дому, я такое тоже допускаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои статьи, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. Я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.